Военная операция США против Ирана продолжается. Американские солдаты берут Ормузский пролив под свой контроль за символическую плату в 20%. Тегеран ответил: оплата справедлива, но у них дешевле. Новые подробности вербовки экс-президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. Почему сорвалась спецоперация Израиля? Россия и Китай провели совместные военные учения в Желтом море. В Кремле уверяют, это всего лишь для стабилизации ситуации в регионе. А вот по Украине Путин обещает бить больше. В Париже встретились лидеры коалиции желающих. Франция следом за США предоставила Украине лицензию на производство ракет. А Мерц уверен, война против Украины вошла в новую фазу. Парламент Венгрии утвердил изменения в законе. У президента страны есть 5 дней подписать его и уйти в отставку. Если же он этого не сделает, новая власть обещает импичмент. А теперь об этом подробно и по делу. Это один день. Подпишитесь, поставьте лайк этому видео и оставьте свой комментарий. Заранее спасибо и начинаем. США продолжают военную операцию против Ирана. Центральное командование вооруженных сил США опубликовало кадры удара по военно-морской базе в Бендер-Аббасе. По утверждению Центком, впервые в истории американские военные применили в реальных боевых действиях надводные беспилотники «Камикадзе». Как заявляют в командовании, 3 морских дрона «Корсэр» поразили объект, где обслуживались корабли и подводные лодки ВМС Ирана. Reuters удалось подтвердить место съемки по спутниковым снимкам, однако точную дату записи установить не удалось. По данным Центком, за последние сутки американские силы также нанесли удары по десяткам военных объектов на территории Ирана. Сообщается, что были атакованы системы противовоздушной обороны, радиолокационные станции, ракетная инфраструктура, объекты, связанные с беспилотниками, а также малые военные суда. Тем временем авиаударом подвергся международный аэропорт Саны в Йемене. Контролирующие север страны хуситы обвинили в атаке Саудовскую Аравию, заявили о завершении периода деэскалации и пообещали ответные действия. Ситуация вокруг Ормузского пролива продолжает обостряться. После новых ударов между США и Ираном президент Дональд Трамп объявил о возобновлении американской блокады иранского судоходства и введении нового механизма контроля над одной из важнейших мировых транспортных артерий. Ормузский пролив открыт и останется открытым, с Ираном или без него. Мы возобновляем иранскую блокаду, так названную потому, что она касается только иранских судов и их клиентов, которым запрещается входить в пролив или выходить из него. Все остальные страны смогут свободно и на справедливых условиях пользоваться проливом. С этого момента Соединенные Штаты будут известны как хранитель Ормузского пролива. Однако в интересах справедливости нам должны быть возмещены все расходы на обеспечение безопасности в этом крайне нестабильном регионе. Возмещение будет осуществляться в виде 20% сбора со всех перевозимых грузов. Реализация этого решения и формирование соответствующего механизма начнутся немедленно. Благодарю за внимание к этому вопросу. Президент Дональд Трамп. Президент США абсолютно прав. Тот, кто обеспечивает безопасный проход коммерческих судов через Ормузский пролив, должен получать за эту услугу вознаграждение. Иран всегда был хранителем пролива и останется им навсегда. Разумеется, 20% — это слишком много. Мы будем справедливы. После заявлений Дональда Трампа Совет Международной морской организации провел 137-ю сессию и принял специальную резолюцию по ситуации в Ормузском проливе. В документе подчеркивается, что право транзитного прохода через международные проливы должно сохраняться в соответствии с международным правом и не может ограничиваться или приостанавливаться. В принятой по итогам сессии резолюции Совет подчеркнул, что право транзитного прохода через проливы, используемые для международного судоходства, не должно подвергаться угрозам, ограничиваться, запрещаться, затрудняться, ущемляться или приостанавливаться. Кроме того, Совет вновь подтвердил, что любые меры, принимаемые прибрежными государствами для регулирования движения судов по жизненно важным морским путям, должны соответствовать правилам Международной морской организации, установленным Международной конвенцией по охране человеческой жизни на море. Кроме того, в резолюции содержится осуждение недавних нападений на гражданские и коммерческие суда в районе Ормузского пролива и призыв к немедленной деэскалации напряженности. Иран не позволит Соединенным Штатам вмешиваться в управление Ормузским проливом. Об этом заявил представитель Центрального штаба Хатам Аль-Анбия. По его словам, любая попытка американских военных организовать судоходство через пролив вне маршрутов, определенных Тегераном, и без координации с вооруженными силами Ирана встретит жесткое сопротивление. Повторяющиеся авантюрные и враждебные действия Соединенных Штатов, направленные на вмешательство в управление Ормузским проливом, серьезно поставили под угрозу региональную безопасность, международную торговлю, а также проход нефтяных танкеров и коммерческих судов. К сожалению, сотрудничество некоторых стран региона также увеличило риск распространения войны на весь регион. В связи с этим официально заявляем, после ранее сделанных предупреждений, мы ни при каких обстоятельствах не позволим Соединенным Штатам вмешиваться в управление Ормузским проливом и не допустим этого. Вооруженные силы Исламской Республики Иран будут жестко реагировать на
на любые попытки американских военных, которых мы считаем оккупационными и пиратскими силами, нарушить движение торговых судов и нефтяных танкеров вне маршрутов, определенных Ираном, и без разрешения наших вооруженных сил. Мощные действия корпуса стражей исламской революции и армии Ирана в последние дни являются подтверждением этого. Мы предупреждаем руководителей стран региона, что любое сотрудничество с Соединенными Штатами и любая логистическая поддержка американских вторгающихся вооруженных сил будут рассматриваться как война против суверенитета и национальной безопасности Ирана. Если война распространится на весь регион, ее пламя охватит все страны региона. Ответственность за любую нестабильность и расширение войны на Ближнем Востоке лежит на Соединенных Штатах и государствах, сотрудничающих с их преступными вооруженными силами. The New York Times раскрыла новые подробности предполагаемой операции США и Израиля по подготовке смены власти в Иране. По данным издания, одним из кандидатов на роль руководителя переходного периода рассматривался бывший президент страны Махмуд Ахмадинеджад. Газета со ссылкой на американских, израильских и иранских источников пишет, что еще с 2024 года Ахмадинеджад якобы несколько раз встречался с представителями израильской разведки за пределами Ирана. Переговоры, как утверждается, проходили в Гватемале и Венгрии. По версии журналистов, Израиль также оплачивал его зарубежные поездки и проживание. Во время войны США и Израиля против Ирана этот план попытались реализовать. По данным издания, после удара по комплексу, где находился бывший президент, его вывезли в конспиративное убежище. Однако вскоре Ахмадинеджад отказался участвовать в операции и покинул его. О том, что вокруг бывшего президента происходили необычные события, сообщалось и раньше. Тогда появлялась информация, что во время февральских бомбардировок удар планировалось нанести рядом с его домом. По одной из версий, иранские спецслужбы заранее раскрыли замысел и вывезли экс-президента. Сообщалось также, что сам Ахмадинеджад получил ранение и после этого окончательно отказался сотрудничать с США и Израилем. По данным The New York Times, после провала операции бывший президент почти 5 месяцев не появлялся на публике. Вновь его увидели только на похоронах верховного лидера Али Хаменеи. Как утверждают источники газеты, сейчас Ахмадинеджад находится под домашним арестом под контролем корпуса стражей исламской революции, который проверяет его возможные контакты с Израилем. Израиль и США эту информацию официально не подтверждали и не комментировали. Россия опубликовала кадры совместных военно-морских учений с Китаем, которые прошли в Желтом море. Маневры продолжались неделю и завершились 13 июля. По данным Минобороны России, в учениях участвовали корабли Тихоокеанского флота, включая крейсер-корвет, дизель-электрическую подводную лодку и спасательное судно. Во время маневров российские и китайские экипажи отрабатывали взаимодействие на море, провели боевые стрельбы из артиллерийских и пулеметных систем, а также тренировались отражать условные атаки с применением беспилотников. Китайские государственные СМИ также сообщили, что в ходе учений военно-морские силы КНР выполнили пуск ракеты с атомной подводной лодки в акватории Тихого океана. На прошлой неделе пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что совместные российско-китайские учения направлены на укрепление стабильности в регионе. Владимир Путин заявил, что Россия усилит удары в ответ на атаки Украины по своей территории. Ответ будет симметричным, но в несколько раз мощнее, а его масштаб будет расти. Об этом он сказал во время посещения выставки «Все для победы» в Москве. Также Путин признал, что удары по нефтяной инфраструктуре создали временные проблемы с поставками топлива, в том числе в Крым. По его словам, сейчас Россия перестраивает логистику, чтобы сделать ее менее уязвимой для атак. Создают в моменте, что называется, проблемы с нефтепродуктами, но постепенно ситуация будет. Владимир, главное, что люди это понимают, и объяснять им это не нужно. И Крыма это касается. Сейчас, потому что уже сейчас начинается работа по созданию такой системы снабжения, для которой противнику будет очень сложно. Наши ответы всегда будут зеркальными, куда бы они пытались наносить удары на территории Российской Федерации. Мы будем отвечать зеркально, только в несколько раз мощнее. Противник будет это чувствовать, уже чувствует, надеюсь, и будет чувствовать это в дальнейшем с нарастающим масштабом. Российский оппозиционный политик Борис Надеждин сообщил о своем задержании. По его словам, сотрудники полиции доставили его в отделение в подмосковном Долгопрудном. Российские СМИ со ссылкой на адвоката политика пишут, что ему вменяют демонстрацию экстремистской символики. О какой именно символике идет речь, официально не сообщается. Надеждин выступает против войны в Украине. В 2024 году он пытался зарегистрироваться кандидатом на выборах президента России, однако Центральная избирательная комиссия отказала ему, сославшись на нарушения в подписных листах. Несколькими днями ранее Министерство юстиции России внесло Бориса Надеждина в реестр так называемых иностранных агентов. В Сенате США почтили память сенатора-республиканца Линдси Грэма, который скоропостижно скончался накануне. Перед началом заседания прозвучала молитва,
а законодатели обеих партий выступили с речами в его память. Коллеги называли Грэма убежденным сторонником национальной безопасности, принципиальным политиком и человеком, умевшим находить общий язык с оппонентами. Сенаторы также напомнили, что всего за 2 дня до смерти он находился в Киеве, где обсуждал с Владимиром Зеленским новые санкции против России. После смерти сенатора Линдси Грэма в Южной Каролине решается вопрос о том, кто временно займет его место в Сенате до проведения выборов. Президент США Дональд Трамп предложил губернатору штата назначить на эту должность сестру политика – Дарлин Грэм Норден. Я рекомендовал губернатору Генри Макмастеру назначить замечательную сестру Линдси Грэма, Дарлин, временным сенатором от великого штата Южная Каролина. Это стало бы прекрасной данью памяти Линдси, который очень любил свою сестру. Президент Дональд Трамп. Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер последовал призыву Дональда Трампа и назначил сестру Линдси Грэма, Дарлин Грэм, временным сенатором. Она будет работать в Верхней палате Конгресса до вступления в должность победителя выборов 3 ноября. Для меня большая честь попросить его младшую сестру, Дарлин Грэм, продолжить его дело. Дарлин, не знаю, говорил ли я тебе об этом, но после нашего телефонного разговора ранним утром в воскресенье, когда ты сквозь слезы согласилась принять эту ответственность. До этого я задавался вопросом, каким будет твой ответ. Меня глубоко тронула твоя готовность сразу понять свой долг и согласиться служить. После этого я позвонил президенту, и он сказал, что считает это отличной идеей. Уверен, что все присутствующие здесь тоже так считают. Думаю, все согласятся, что Линдси работал больше, чем кто-либо другой. Он неустанно трудился, чтобы сделать наш штат, нашу страну и весь мир лучше. Он любил свою семью и любил служить Южной Каролине и Соединенным Штатам. Он посвятил всю свою жизнь нашей стране. Для меня огромная честь получить возможность завершить часть его важной работы. Я обещаю в ближайшие месяцы усердно трудиться, поддерживать президента и продолжать дело моего брата в интересах жителей Южной Каролины и всех Соединенных Штатов. Именно этого хотел бы Линдси, и я намерена почтить его память именно таким образом. Линдси, мне не хватает тебя больше, чем можно выразить словами, но я справлюсь. Я смогу. Спасибо. Дарлин Грэм Норден, 62 года. Она не занимала выборных должностей и не строила политическую карьеру. Многие годы работала в системе органов власти Южной Каролины, а во время президентской кампании брата в 2015 году помогала ему и выступала на предвыборных мероприятиях. История их семьи хорошо известна в США. После смерти родителей Линдси Грэм стала опекуном младшей сестры, а позже, во время службы в военно-воздушных силах США, официально удочерил ее, чтобы обеспечить медицинскими и социальными льготами. Дарлин не раз говорила, что брат заменил ей родителей. Именно эту семейную историю Трамп назвал причиной, по которой считает ее кандидатуру достойной временного назначения в Сенат. Полиция Капитолия США задержала вооруженного мужчину у одного из контрольно-пропускных пунктов комплекса Конгресса в Вашингтоне. По данным правоохранителей, подозреваемый подъехал к северному въезду на автомобиле, после чего у него обнаружили огнестрельное оружие. Задержание прошло без происшествий. Личность мужчины и мотивы его действий сейчас устанавливаются. Ношение оружия на территории Капитолия запрещено законом. Сегодня днем белый внедорожник «Мерседес» остановился на квартале Стопо Мэриленд-авеню. Из автомобиля вышел мужчина с дробовиком и побежал в сторону Капитолия. Сотрудники полиции Капитолия США немедленно окликнули его и приказали бросить оружие. Он выполнил требования, положил дробовик на землю, затем сам лег на землю и был задержан сотрудниками полиции. Также важно отметить, что на задержанном был тактический бронежилет и тактические перчатки. При осмотре автомобиля полицейские обнаружили кевларовый шлем и противогаз. Как я уже говорил, дробовик был заряжен. Кроме того, при мужчине находились дополнительные боеприпасы. Госсекретарь США Марко Рубио выступил с резкой критикой Международного уголовного суда. В опубликованном Госдепартаментом видеообращении он заявил, что МУС, по его мнению, посягает на суверенитет Соединенных Штатов и может попытаться привлечь к ответственности американских военнослужащих, сотрудников миграционных служб и других должностных лиц. Рубио подчеркнул, что Вашингтон не намерен мириться с такими действиями. При этом он не уточнил, какие именно меры планирует Белый дом и Госдепартамент. В статье для Associated Press Рубио заявил, что одной из целей американской дипломатии является расформирование Международного уголовного суда.
Прямо сейчас Международный уголовный суд и его союзники ведут войну против нашей страны. Не пулями и не ракетами, а законами, международными соглашениями и силой так называемого международного права. Когда 24 года назад был создан Международный уголовный суд, нам говорили, что это лишь ограниченный механизм. Международный суд, который будет вмешиваться только для преследования самых тяжких преступлений, таких как геноцид и военные преступления, и лишь в тех случаях, когда национальные суды сами не способны привлечь виновных к ответственности. Но правда оказалась гораздо более радикальной. Это глобальный трибунал, укомплектованный неизбранными глобалистскими бюрократами, которые считают, что их власть практически безгранична. И опасность этого международного суда продолжает только расти. Сегодня, по нашему мнению, он представляет угрозу для всей нашей политической и правовой системы, для сотрудников пограничной службы, которые выдворяют из страны опасных преступников, для американских морских пехотинцев, рискующих жизнью ради защиты нашей страны, и для прокуроров, которые предотвращают террористические заговоры против американцев. Если мы будем бездействовать, все они окажутся во власти иностранных судей, находящихся за тысячи километров отсюда, постоянно рискуя оказаться под уголовным преследованием или даже в тюрьме за так называемое преступление, защиту собственной страны. Американский народ никогда не соглашался с этим и никогда не согласится. Министерство юстиции и обороны США объявили о создании совместной рабочей группы для расследования утечек секретной информации в СМИ. По словам главы Пентагона Пита Хексета, новая структура будет устанавливать источники несанкционированного раскрытия данных и добиваться привлечения виновных к ответственности. Всем подразделениям министерства предписано в течение 48 часов предоставлять группе запрашиваемые документы и сведения. Хексет заявил, что разглашение секретной информации угрожает национальной безопасности и будет преследоваться по закону. Утечка секретной информации в сфере национальной обороны означает предательство мужчин и женщин, которые носят военную форму нашей страны. Этот принцип так же стар, как сама война. В Соединенных Штатах он восходит к основанию нашей республики. Еще Джордж Вашингтон боролся с утечками информации, внутренними угрозами и шпионажем. Когда сегодня происходит утечка информации Министерства обороны, крайне важно как можно быстрее предоставить Министерству юстиции и другим федеральным правоохранительным органам, включая ФБР, информацию, необходимую для принятия мер. Именно поэтому Министерство обороны и Министерство юстиции создали совместную рабочую группу для выявления и судебного преследования лиц, причастных к утечкам. Для противодействия угрозам, которые создают утечки, с сегодняшнего дня я передал Управлению генерального юрисконсульта Министерства обороны полномочия запрашивать и получать по всему ведомству любую информацию, документы и поддержку, необходимые для расследований утечек в СМИ. Все подразделения и сотрудники министерства должны считать такие запросы приоритетными, а любые поручения, направленные Управлением генерального юрисконсульта в рамках этих полномочий, должны быть полностью исполнены в течение 48 часов с момента их получения. Утечки информации ставят под угрозу человеческие жизни. Новые инструменты и процедуры значительно помогут нам защитить наши объединенные силы. Безопасность нашей страны не может быть разменной монетой для тех, кто стремится к сиюминутным громким заголовкам. Доступ к конфиденциальной и секретной информации — это священное доверие, и те, кто его предаст, столкнутся со всей силой закона. Евросоюз пока не смог согласовать 21-й пакет санкций против России, хотя его принятие ожидалось сегодня. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По данным агентства, одним из самых спорных пунктов остается предложение запретить въезд в ЕС бывшим российским военнослужащим. Против этой инициативы, как утверждают собеседники Bloomberg, выступают Франция и Италия. Кроме того, разногласия вызывает идея ограничить экспорт российского сжиженного природного газа. По информации Bloomberg, обсуждение санкционного пакета может продолжиться в Париже, где проходит встреча лидеров стран и коалиции желающих, посвященная поддержке Украины. В Париже прошла встреча лидеров стран так называемой коалиции желающих, которая объединяет государства, поддерживающие Украину. По итогам встречи президент Эммануэль Макрон объявил, что Франция поставит Украине первую партию новейших систем ПВО САМП-Т и 16 истребителей «Рафаль». Кроме того, Париж предоставит Киеву лицензии на производство на территории Украины ракет А-2СМ, Астер-30 и крылатых ракет «Скалп». Сегодня днем мы договорились с президентом Зеленским о дорожной карте между нашими странами, которая предусматривает реализацию мер двустороннего сотрудничества, согласованных в принципе еще в ноябре прошлого года. Она охватывает вопросы противовоздушной обороны, в частности, приобретение Украиной первой партии зенитных комплексов нового поколения САМП-Т для дополнения системы ракет, поставки которых ожидаются в ближайшие недели, а также модернизацию украинского парка боевой авиации. Речь идет о планируемой закупке 16 истребителей «Рафал» вместе с соответствующими вооружениями. Первые из них должны начать полеты в воздушном пространстве Украины в 2028-2029 годах, А подготовка пилотов стартует уже в ближайшие месяцы.
Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что война вступила в новую фазу. Мы вместе с вами. Не только потому, что речь идет о свободе Украины, но и потому, что в этой ужасной агрессивной войне на карту поставлена свобода всей Европы. За последние недели нам удалось вместе создать новую динамику. Эта война против Украины, против Европы, вступила в новую фазу. Уже несколько месяцев Украина добивается значительных военных успехов. Наша поддержка сыграла в этом решающую роль. В то же время Кремль больше не достигает сколько-нибудь существенных территориальных успехов. Становится все очевиднее, и все больше граждан России это понимают, что Москва не сможет победить в этой войне. Россия не достигнет своих военных целей, и мы намерены совместно использовать дипломатические и военные изменения, произошедшие в последние дни и недели. Наконец, сегодняшняя встреча показала, что у нас единое понимание целей. Оно направлено на достижение мира для Украины и обеспечение безопасности Европы. Украина готова завершить эту войну. Она была готова к этому всегда. Мы также открыты к мирным переговорам между Украиной и Россией при поддержке Европы и Соединенных Штатов. Теперь все зависит исключительно от президента Путина. Воспользуется ли он этой возможностью? Премьер-министр Великобритании Кир Стармер сообщил, что более 25 стран подготовили план развертывания многонациональных сил после возможного прекращения огня. Теперь у нас есть четкие планы по созданию многонациональных сил для Украины, в которые готовы войти более 25 государств. Эти силы смогут быть развернуты в течение нескольких дней после вступления в силу режима прекращения огня, чтобы помочь обеспечить мир. Кроме того, у нас есть детально проработанный пакет надежных и юридически обязывающих гарантий безопасности, который мы согласовали здесь, в Париже, еще в январе. Я также рад объявить сегодня, что Великобритания примет участие в программе кредитной поддержки Украины Европейского Союза объемом 90 миллиардов евро. Это соглашение позволит Украине и дальше получать наиболее необходимые ей военные возможности. Оно открывает новый механизм закупки продукции британской оборонной промышленности, включая боеприпасы, системы противовоздушной обороны и дальнобойные ракеты. Кроме того, это является очень мощным сигналом европейского единства. За последние недели ситуация изменилась. Мы видим реальный импульс в пользу Украины, и вся заслуга в этом принадлежит Владимиру Зеленскому и украинскому народу. Владимир Путин, наконец, был вынужден признать, что его незаконное вторжение создает серьезные проблемы для самой России. Надеюсь, это приблизит нас к началу серьезных переговоров. Парламент Венгрии одобрил поправку к Конституции, которая предусматривает досрочное прекращение полномочий президента Тамаша Шуйока. За документ проголосовали 139 депутатов, против 6. Инициатором изменений выступило правительство премьер-министра Петра Мадьяра. По его словам, глава государства утратил доверие общества и оставался политически зависимым от бывшего премьер-министра Виктора Орбана. Согласно поправке, полномочия президента прекращаются сразу после вступления закона в силу. Затем парламент должен избрать нового главу государства. Он будет исполнять обязанности до принятия новой конституции или максимум в течение 5 лет. Петр Мадьяр заявил, что осенью власти планируют начать подготовку проекта новой конституции с участием граждан. Если действующий президент не подпишет принятые поправки в течение 5 дней, правительство намерено инициировать процедуру его импичмента. Еврокомиссия после летнего перерыва представит законопроект, который ограничит доступ детей к социальным сетям. Об этом заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, главная задача — защитить детей от рисков цифровой среды и дать им возможность развиваться вне влияния алгоритмов. Новые меры могут коснуться платформ с возрастно неподходящим и вызывающим зависимость контентом. Речь идет не о том, могут ли дети пользоваться социальными сетями. Речь идет о том, могут ли и когда именно социальные сети получать доступ к нашим детям. Вопрос уже не в том, сталкиваются ли дети с рисками в интернете. Вопрос в том, что мы можем сделать, чтобы обеспечить им более безопасное начало жизни в цифровой среде. Нашим детям нужно время в реальном мире, время играть, строить дружбу при личном общении, совершать ошибки, формировать собственную идентичность и свою личность до того, как это за них начнут делать алгоритмы. И я считаю, что мы должны дать детям это время. Если мы действительно хотим защитить детство, то должны начать с тех сфер, где риски наиболее велики. Прежде всего, необходимо обратить внимание на платформы, которые наносят вред детям. И имеющиеся данные показывают, что в первую очередь речь идет о социальных сетях, а также о других онлайн-сервисах, предлагающих контент и функции, не соответствующие возрасту детей и способные вызывать зависимость.